Доброго времени суток. Сегодня будем смотреть, на мой взгляд, очень интересную партию. Хотя, может, тут и много очень стратегий, но пару моментов и пару, можно сказать, таких ключевых позиций были очень интересные. И мне очень понравилось. Это клубный чемпионат Нидерландов. Ян Гренендайк играл с Алкой Схомой. Вот позиция из партии. Но давайте начинать смотреть полностью партию. Смотрю, это последние там месяцы партии. И все начинают с 31-26. Ну, наверное, либо они как-то изучают, голландцы, вот это продолжение, то есть, можно сказать, в практической игре, либо, может, отходят от каких-то дебютов, потому что достаточно хорошо дебют они изучили, дебютная подготовка у них, конечно, хорошая. Но вот видите, моменты. Понятно, здесь всегда надо вот здесь, когда 10-14, потом уже где-то ловить вот эти вот комбинации, но покуда дырок нету. То есть в каком случае комбинация, если вот 46-41, можно 16 пойти. Просто шашку потом побить. Вот такая вот будет комбинация. Вот так. А, нет, подождите, ловите, извиняюсь, ловится то 43. Так, кстати, да, и вот получается, так, получается 12 на 12. Так, что-то я тут, наверное, не так сделал. Так, если пойти сюда, вот комбинацию в хорошем виде, наверное, я вам не покажу. А, тогда вот этот вот вариант, да, ну не совсем корректная комбинация. Но я показал, то есть типично для этих позиций комбинацию, проводить, не проводить, это уже вот, дело такое житейское. Все-таки 42-37 Ян ходит. Дабы не было точно проработки, чтобы сохранить игру. Ну, я не думаю, что Алка Схома проводил бы комбинацию. Ну, вот Т4-29. Тоже такой вот неожиданный ход. Я уже как-то говорил, что вот отходят от сейбернских стратегий. Вот молодежь особенно вот сейчас, которые сборной, не собираются полностью, не собирают везде шашки, а уже так у них появились другие совершенно планы, другие разработки, и это не может не радовать, потому что, понятно, ну, Сейбернс великий, понятно, великие его схемы, но вот что-то нужно, что-то играть новое, именно отходить новое, неприятное для соперника. И вот с этим очень достаточно хорошо сейчас справляются вот молодые ребята голландцы. Вот видите, такая интересная позиция, очень интересная. И получается 32-27. Но вот я бы выделил этот, конечно, ход. То есть, если где-то плохо двигаться, тут плохо двигаться черным, то есть 29-24, ну, можно где-то и подождать 47. То есть, такая интересная позиция, практически, я думаю, что заставляет. И вот 29-24. Вот кажется мало шашек, но позиция очень интересная. То есть, так просто здесь вот ничьи не будет, потому что здесь какая-то есть, и здесь вот какая-то определенная слабость. Почему? Слабоватый фланг. Но как на него сыграть, это уже следующий момент. Потому что вот, допустим, 21-26, 41-37, 11-17, может 11, может 18-22. Здесь тоже бы очень интересная игра была. Но вот проблема у черных какая, что заблокировать чуть-чуть вот этот вот фланг, чтобы он не стал для них слабостью. Что они и делают, но вот посмотрим, давайте в партии, чем это все завершилось. Вот идея, видите, 10-14, ой, 9-14, я извиняюсь.
34, вот вроде бы он блокирует этот фланг. Но в обоюдно-коловой позиции, как уже неоднократно говорилось, обычно чуть-чуть получше, ну, когда больше-меньше, кто занимает вот поле 28, ну, у черных, если бы они заняли поле 23, ну, 23, видите, здесь невозможно даже занять, потому что нету поля. На поле 34 у белых шашки, то есть 33-28 и практически 17. Вот позиция получилась. Ну, понятно, Ян нападает, грозит нападение. 8, 12, 41, 37, 6, 11. И вот здесь вот очень интересный момент, конечно. Вроде бы у черных все нормально. То есть где-то 12-17 идея. 12-17 идеи назад. И потом 13-19. Ну, естественно, надо думать всегда о шашке 27, чтобы ее как-то не забрали. Давайте вот я вам покажу, допустим, варианты. Если так тоже тут ничего вот, к сожалению, нету у белых. Почему я говорю, ну, к сожалению, вроде бы позиция достаточно хорошая. Но вот не надо здесь никаких 13-19, то есть, потому что, давайте я покажу, ну, вот, потому что вот этот ход есть, то есть, проблемы здесь, конечно. А вот просто, допустим, пошли на 17, то есть прикрывая вот на этот ход, будет 27-32, приблизительно так. То есть не спешить вообще здесь можно не спешить просто. До последнего момента и даже не произвели, видите, они этот размен. Ну, позиция нормальная абсолютно. То есть надо просто аккуратно играть эту позицию. Вот сейчас 8 на 8 даже, ну, я не думаю вообще, что здесь что-то есть. Ну вот, Ян блестящий ход сделал. Он мне очень нравится, и вот он меняет кардинально, во-первых, позицию, во-вторых, психологию тут этой позиции меняет. Почему он мне очень понравился? Потому что, видно, этот ход, все-таки эту позицию издали видел Ян, и издали вот это надо было все как-то предвидеть. И вот это очень большой плюс. 11-17. Ну вот, допустим, давайте 2-8. Ну, я думаю, может, даже ничего нету, но очень странно эту позицию играть. Чисто психологически вот для меня очень сложно. Даже здесь и 38 вот это надо смотреть здесь. Допустим, 21. Не знаю, 47. Эти ходы есть. То есть все надо смотреть здесь, потому что вот на этот ход вот эта вот идея идет постоянно. То есть на 31. С одной стороны, вроде бы здесь много шашек, а с другой стороны как-то, ну, неприятно эту позицию играть. То есть, ну, 18-22, допустим, и так далее. Вот этот ход, понятно, что проигрывает здесь. То есть вот эти вот идеи идут. То есть чисто вот посчитать вот эту позицию, если уже все, конечно, все не очень хорошо, надо как-то в эту позицию идти, что-то считать там. Потому что все посчитать позиции, ну, нереально просто, нереально. И как-то вот, если, ну, достаточно сильный игрок, каким является, естественно, Алк из Холма, то для него, я думаю, что, ну, не сильно приятно это все было бы. Есть, кстати, комбинация тут какая-то, сейчас я покажу вам. Вот этот вот ход, то есть на этот ход получается вот такая идея. А на этот ход получается тоже вот такая вот идея. Партия была 11-17, бой-бой. 47-42. Ну вот кажется загромождение, да. Вот кажется загромождение здесь у белых. Почему вот эти шашки не играют, две. Но тем не менее здесь вот эта вот колонка достаточно сильно работает, покуда нету хода на 26. И будет определенная блокировка здесь на 31.
блокировка фланга. Я бы сказал, даже какая-то внизу стратегия здесь присутствовала. Ну, вот, есть, такого нет ухода. Потому что есть всегда вот эти варианты, и вот их надо смотреть, потому что нету. Тоже очень важно, кстати. Часть стратегического, вот тактика, маленькая тактика, но это часть стратегического плана, как я люблю говорить. То есть 21-26 практически вынужденный ход. И 40-34. Ну вот видите, произошла, что сделал Ян? Это тонкий здесь расчет. Произошла вот эта стратегическая блокировка, можно сказать, вот этого фланга. То есть это надо было все точно рассчитать, чтобы сейчас начать разгружать вот этот вот фланг. Вот почему ценная достаточно партия, может, кто с русских шашек смотрит, шашка 64, то есть чуть-чуть непонятно вот эта стратегия, ну она, конечно, очень грамотная. Получается на этот ход тактика здесь. Вот это вот тактика. Тоже очень важный, кстати, момент. Потому что если куда-то сюда, то 12-17, и вот видите, вот эта вся группировка остается, она покуда она остается. То есть, а вот есть вот этот вот ход, то есть есть этот ход, и все меняет здесь кардинально. 13-19, бой. Ну вот кажется, что надо вторгаться, но тоже с вторжением вопросы, почему 20-24, вот это вот идет. Вот так, на 33 вроде бы как-то и надо, и вот идет здесь, можно 15, здесь можно окружать, конечно, можно окружать, но можно по-простому тоже вот пойти, ничего не будет абсолютно. То есть мелкие такие вот эти стратегические моменты интересные. 22-28. Ну вот здесь вот я думаю, что Алка не очень хорошо сыграл. Почему? Потому что 26-21 и 28-32. И сейчас очень интересно. То есть отключена часть доски практически отключена. На потом, позже начнет работать. И вот здесь вот начинается именно игра, я бы сказал, на маленькой доске. Игра на маленькой доске. И вот здесь вот у Яна больше, мне кажется, шансов. И чуть-чуть он может даже где-то обманул в какой-то момент. Где-то что-то Алки не досчитал. Потому что здесь вот достаточно позиция сложная. Сложно играть. Тут я начал тоже считать, и достаточно сложная. Ну, можно, конечно, так как-то было играть. Я думаю, что, может, и следовало тут как-нибудь играть так. Вот здесь вот ничейная позиция. Но разобраться сложно достаточно. 50 ходов уже, то есть, много разных, вот что очень важно, что много очень разных позиций было. То есть, когда много разных позиций, ну вот и проще запутаться, можно сказать, потому что переход с одной позиции в другую позицию, это очень сложно в игре, поверьте, это очень сложно всегда. Почему я часто об этом вспоминаю? Потому что ну, вот, чаще всего выигрывают именно так. Чаще всего выигрывает, ну, наверное, не то что психология, а здесь. А слово такое, наверное, когда замучивают или мучают мозг соперника вот переходами вот этими. И все-таки Ян молодой спортсмен, и ему легче вот это все играть, и он практически уже профессионал там наверняка. 14-20 было. Но есть, наверное, вот эти вот варианты. Вот на этот вариант надо было идти. Он практически автоматически. И вот здесь вот, наверное, все-таки ничейная позиция. Хотя тоже вот ходов много. Конечно, игра еще бы здесь была. Ну, она теоретически, наверное, все-таки ничейная позиция. Но тоже игра бы еще продолжалась. И надо было еще найти эту ничью. Если бы здесь на 4, то вот такая вот тоже идея. То есть где-то они разменивают вот эту вот позицию. Ну, эту проще, конечно. Вот эту проще отбить позицию, чем вот эту позицию. Понятно? Проще ее отбить. А в партии было 33-29. Вот такую позицию Ян
Ян выиграл. Такая вот хорошая очень игра. Ну, может, без каких-то спецэффектов, но моменты очень хорошие были, стратегические. И вот именно Ян, наверное, все-таки, я сейчас вот, когда записывал видео, пришел к выводу, что Ян все-таки, наверное, замучил Алкис Корма. Но вот шашки показывают, что шашки это все-таки спорт, наверное. Это тем более вот клубный чемпионат Нидерландов, где идет одна партия играется. Тут все гораздо сложнее, но все равно тяжело психологически перестраиваться на разный тип позиций. Поэтому такая интересная партия получилась. Так, до новых встреч.